Всем привет, меня зовут Ксюша. В этом видео я вам покажу, как можно сделать такую венецианскую штукатурку. Перед началом работы обязательно укройте все, что можно испачкать, пленкой и малярным скотчем. Выровненную и прогрунтованную поверхность необходимо прокрасить водоэмульсионной краской. Я буду использовать Сикурила Prima, это однослойная акриловая краска хорошего качества. Вы можете использовать любую другую, которая вам нравится. Наносить краску буду при помощи валика с длинным ворсом. Краску колируйте в те цвета, в которых в последующем у вас будет венецианская штукатурка. После высыхания краски наносим первый слой венецианской штукатурки. В работе буду использовать венецианку торговой марки ВГТ. Я ее отколеровала в 3 необходимых оттенка. Для начала беру основной цвет и наношу его при помощи шпателя. Необходимо нанести на всю поверхность равномерным тонким слоем. Двигаюсь короткими движениями. Постепенно заполняю всю поверхность. Заполняю я поверхность по диагонали, двигаюсь постепенно, заполняя полосами. Перед нанесением следующего слоя нужно дать поверхности высохнуть в течение часа. Первый слой венецианки полностью высох. Далее при помощи 3 дополнительных оттенков буду создавать рисунок. Чтобы удобнее венецианку было наносить на инструмент, я ее переложила в 3 кулинарных пакетика. Далее по очереди набираю на кельму каждый цвет. Первый цвет у меня белый, далее темно-синий и серо-голубой. Далее при помощи мастихина делаю небольшой недомес. Наносить буду при помощи того же шпателя. Набираю таким образом. Делаю несколько мазков в одну сторону и разглаживаю в противоположную. И продолжаю заполнять таким способом все пространство.
Время от времени делайте свежий недомес на кельме и старайтесь держать шпатель в чистоте. Процесс нанесения несложный, главное заполнять поверхность небольшими участками. Закончили с рисунком. Далее необходимо нанести финишный слой венецианской штукатурки. Для этого я буду использовать базовый цвет, который наносила в самом начале. Его необходимо сразу зажелезнить. Я буду использовать болгарку с возможностью регулировки скоростей и насадку Мирка Абралон 2000. Набираю венецианскую штукатурку на шпатель. Если она густовата, разбавьте ее водой процентов на 10-15. Этим слоем мы максимально выравниваем поверхность. Избавляемся от мелких царапин и углублений. Проще всего их найти при помощи руки. Трогаете поверхность. Если где-то чувствуете царапину, то ее необходимо заполнить при помощи базового цвета. Работая на объеме, не нужно делать всю стену целиком. Выровняли пару квадратных метров, берете болгарку и начинаете железнить. После полировки перед покрытием воска необходимо, чтобы венецианка высохла в течение суток. Венецианка полностью высохла. Теперь наносим при помощи шпателя защитный воск. Воск через 20 минут после нанесения необходимо подполировать при помощи ткани. Полировать можно при помощи ткани, а также используя болгарку с насадкой из овчины либо искусственного меха. С болгаркой будет быстрее. Закончили с полировкой. Сейчас я сниму скотч с краев образца и покажу вам поближе получившийся результат. Венецианская штукатурка в такой технике мне нравится. Нанесение не очень сложное, но нужна хорошо подготовленная поверхность, как под покраску.
При работе можно не торопиться. Создаете рисунок при помощи недомесов, постепенно заполняя всю поверхность. Движения однотипные и сложного тут ничего нет. Недомес сам создает красивые смазы. Если хотите сделать их более выраженными, то колируйте венецианку в более контрастные цвета. Чтобы получить хороший глянец и снизить расход финишного слоя воска, нужно нанести однотонный выравнивающий слой. Я использовала средний оттенок. Он просто заполнил углубление и на общий тон декоративной штукатурки особо сильно не повлиял. Вы же можете перекрыть всю поверхность более светлым или же наоборот более темным оттенком, таким образом изменив венецианку в ту или иную сторону. Железнить этот слой можно и при помощи болгарки, и вручную. Главное с этим этапом не затягивать. Нанесли выравнивающий слой на пару квадратов и сразу железните. Это позволяет добиться максимального глянца. После того, как пробежались по всей поверхности, воск и полировка. Если появятся вопросы, то задавайте их в комментариях. А на сегодня все. Подписывайтесь на канал. Удачи вам и здоровья!